I'm Patrick Lancaster. Right now we're in an undisclosed location in the Russia-Ukraine war zone near the front line. I'm Patrick Lancaster. Right now we're in an undisclosed location in the Russia-Ukraine war zone near the front line. And you see soldiers that are fighting against Ukrainian forces. They're training here in this training camp to do that. But this is a very unique group of soldiers here. These are soldiers who used to belong to Ukrainian forces. Left Ukrainian forces after several sets of circumstances. Some were taken prisoner by Russian forces and decided to join Russian forces and fight against, or as they say, for Ukraine. Now this group is training to complete their fighting against Ukraine to save Ukraine, as they say. We're going to have to talk to the commander of this military group. We're going to talk to some of the fighters themselves and show you exactly what their training here is like for their frontline under fire fighting and what it all entails. So please like, share, and subscribe. Remember, we're two independent crowdfunded journalists. You can work with the link on the screen or in the description. Share, comment, and subscribe. Здравствуйте. День добрый. Можно представиться себя? Подполковник Губин, позывной Батя Харьковский, руководитель проекта отряд имени Максима Кривоноса. Ну, на самом деле, уже как бы гораздо более глубокого проекта. Можно сказать, что произошло сейчас? Бойцы отрабатывают тактический навык перемещения по полю боя в обстановке максимально приближенной к полю. Вы обратите внимание, что, во-первых, он перемещается утрированная, как бы скажем, застройка, плюс бросаются дымы и ведется огонь боевыми патронами, как обучаемым, так и инструктор. Инструктор боевыми патронами стреляет под ноги, под головой, чтобы он максимально окунул в атмосферу реального боя. Можно сказать, что вы только сделали? Занимались упражнениями по боевой подготовке с перемещением и со сбитым дыханием уровень стрельбы. Ага. И как это? Нормально? Отлично. Каждый день так заниматься и в целом результат на глазах. Ага. И как долго вы здесь? Я в отряде? Да. Уже 5 месяцев. Ага. 5 месяцев в отряде. Можно сказать, что произошло, как вы здесь? По ошибке моего командования на стороне ВСУ я попал на вражеские позиции. Там меня ребята приняли, я с ними пообщался. Они меня, получается, по этапу провели, но рассказали о существовании отряда Максима Кривоноса. Сказали цель. Мы такие же братья-украинцы, которые будут бороться за освобождение Украины от натовских оккупантов. Предложили, как человеку боевому, человек боевой объяснил, говорит, можем дальше продолжать вместе бороться. Я решил вступить в отряд. Ага. И что вы думал за украинские войска сейчас? Они еще не полностью осознают ту ситуацию, в которой они оказались. Мы как-то и пытаемся до них донести, что они не должны с нами воевать, а мы должны объединиться и прекратить эту войну. So now we're headed to the next training location. And as always, you see, I don't put my opinions in the report. I let the facts show themselves and the people show themselves what they're doing and how they're doing it. Можете сказать, что у вас делать сейчас? Сейчас находимся на полигоне, проходим тактическое учение.
по стрельбе, передвижению. Отрабатываем как единичные навыки, так и в двойках, тройках. Вы был плен, да? Да. Ага, до это украинский солдат, да? И что произошло за украинский солдат, плен и тут? Как это? Осенью 23 года, во время неудачной операции со стороны ВСУ, я был тяжело ранен. В это время меня нашли российские военнослужащие, оказали помощь. И позже начались разговоры о причинах войны, к чему это может привести. И зародилась тогда идея, с представителями тогда еще только зарождалось власть движения отряда имени Максима Кривоносца. И после встречи с этими представителями, они как бы свое видение, свои идеи нам мне преподнесли, с чем я согласился и сказал, решил, что это именно то, за что стоит дальше продолжать борьбу. За то, чтобы Украина наконец-то стала нормальной страной, процветающей, очистилась от всего этого иностранного влияния, которое ее бесконечно толкают на войны, нищету и весь тот беспредел, который происходит. И, как я понимаю, это добровольцы, да? Так точно. Ага, вы не плен сейчас, вы свободный, Да, полный, свободное да? перемещение, как бы, и свободные решения. И именно что вы воевать за? Мы воюем за нормальную Украину, современную, где люди будут счастливы, а не за тот нацистский мрак, который сейчас ею овладел. На Западе они сказать, Россия агрессор и все это. Что вы могу сказать за это? С какой-то стороны, Запад поставил Россию в каком-то смысле в положение, с которого не было выхода. И теперь это преподносит как агрессию. А на самом деле это именно защита своих интересов, своих людей. Что они сделают сейчас? Сейчас бойцы отрабатывают навык перемещения в лесу за преодолением водной преграды. Сначала они просто преодолевают водную преграду, потом они вступают в бой. И вот как только они перешли через реку, звучит команда «Контакт», и они работают сейчас. И тоже вопрос за вас работа. Do you work in conjunction with Russian army in times, or how do you fight? How is the operation? Переводи. Вы работаете в сотрудничестве, в кооперации с российской армией, или как вообще осуществляется это взаимодействие? Да, конечно, безусловно. Мы работаем обязательно в сотрудничестве, не просто в сотрудничестве с российской армией, а являемся, можно сказать, союзниками российской армии на сегодняшний день. Это под общим планированием, под общим руководством. Подразделения чаще всего используются в работе вместе со спецподразделениями, потому что с ними проходится подготовка, и именно по этой методике подготовка проводится. Ну и по сути выполняем спецоперации. Номера бригад подразделений российской армии называть не буду, информация секретная, но тем не менее. Да. Можно представиться себя? Назад зовут меня. Позывной Кипиш. Вы откуда? Технопель. Ага. И был украинский солдат? Да, в ВСУ служил. И почему вы здесь? Почему вы здесь? А здесь поменял ощущение, чтобы вступить здесь, изменить власть. И вы был плен, да? Да. И как это произошло? From плен to this. Что произошло? Как я попал в плен? Да, ой, как вы попал здесь? Когда, будучи уже в плену, мне рассказали о существовании такого отряда Максима Кривоносца. Я попросил представителей этого отряда связаться со мной.
Они приехали, со мной провели беседу, общение, мы с ними поговорили, и они предложили мне вступить в этот в отряд. И почему вы хочешь это отряд? Ну, потому что я хочу прекратить войну. Мы воюем не для продолжения данного конфликта, мы воюем для завершения его, скажем так. На Западной Европе сейчас мы все сказать, Россия агрессия. Что вы могу сказать за это? Я могу сказать, что это агрессивная внешняя политика НАТО. Не Россия агрессия, просто если мой сосед начнет, скажем так, притягиваться на мою территорию, я тоже буду агрессивен. Так же получилось и с НАТО. Они еще с момента развала Советского Союза они обещали не расширяться. Но как бы они противоречат сами себе. Они пытаются расшириться, тем самым провоцируя Россию. So вы плен, но сейчас вы свободны? Сейчас я свободный. Спасибо. И все да свободны. Никто, все это добровольцы, да? Доброволец. Можно сказать, вы откуда? С Украины, с Винницкой области. И как вы здесь, почему? Здесь почему? Да. Защищать украинский народ надо. Да? Я не, как сказать, я не согласен с правительством Зеленского, с его владой, то, что он творит. Его, когда выбирали президентом, он говорил, что прекратить эту всю безумие, которое происходило. За 2 или за неделю там как-то. И станет на колени. Но при этом он не стал на колени, и нам пришлось брать оружие в руки и идти защищать свою Украину. Ну, все СМИ, Европа, США сказали, что Россия агрессор, все виноваты Россия. Что вы могу сказать это? Россия. Есть. А ну приведите, что-нибудь. Он говорит, что в Европе и в США все говорят, что Россия это агрессор, и во всей этой войне виновата прежде всего Россия. Как вы можете прокомментировать? Нет, я не согласен, чтобы Россия была агрессором таким большим. Все начиналось еще давно. Она просто приехала защитить Украину. И все. Россия никак не может быть, не является агрессором. То, что они там говорят, это все ложь и провокация. Может, вы сказали это, может, вы плен или как это? Maybe he's saying that because he's a prisoner or something like this. Может быть, вы говорите так, потому что вас заставляют, потому что вас взяли в плен? Нет, почему это? Никто в плен меня не брал, и я добровольно сюда попал. А, вы не был плен? Нет, А, я ага, добровольно сюда пришел. ага, понял. Что будет дальше? Ну, поживем увидим, что будет. Пока воюем, отбиваем территории, которые надо. И выгнать это, как сказать, эту всю нечисть. Это грязное дело, которое происходит. Надо заканчивать уже давно. Ну, будем стараться до лучшего. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно представиться себя? Боец отряда Максима Кривоноса «Браво». Ага. И вы откуда? Винница. И как вы здесь? Ну вот так. Так, короче, получилось так, что поехал забирать своих 200-х с той стороны. А за нами, короче, танчик, наша эвакуационная группа не приехала. Оставила нас на ночь на позиции. Там я попал сюда. Плен, да? Так я оказался тут. Ну и... Ну почему вы здесь воевать? Ну а почему нет? Я воюю за свою страну, за Украину. Я давал клятву на верность Украины, а не Зеленскому конкретно. Что вот я ему служу. Нет, я служу народу Украины. Мне просто обидно из-за того, что наши ребята на той стороне, они просто в таком тупике, что они не понимают, что им делать. А назад они вернуться не могут. Потому что если они покинут позицию свою, потому им будет, короче, ну нехорошо там. Сюда они боятся переходить, поэтому уже пытаемся, наша задача, как можно донести им, что бояться не надо, их никто стрелять не будет, это наши люди. Мы воюем вместе за нашу страну. Вот и все. Потому я и принял решение поступить в этот отряд, чтобы дальше продолжать жить и воевать за свою родину.
Но вы свободны? Не понял? Вы свободны? Вы свободны? Ну, Да? да. И вы могу сказать, как хочешь сейчас, да? Ну как же, ну, конечно. Ничего, никто сделает тебя тяжело, ничего. Вы свободный человек, вы не плен сейчас. Нет, все. Ага, вы выбираете, ага, и все как это. Да. Никто плен, ничего. Все свободные люди, да? Мы уже бойцы отряда Максима Кривоноса. Ага. Как свободные люди, Конечно. добровольцы. Так точно. Ага. Ходим вместе на позиции, вместе и с русскими солдатами, и наши, все, мы живем дружно. Ну, как и должно быть, мы братские народы. Да, мы вольные люди. И что будет дальше? Дай Бог, чтобы же все это закончилось. Мы на это надеемся. И чтобы как можно меньше людей наших погибало в этой войне. А что будет дальше? Ну, я думаю, надеюсь, что очень скоро будет победа. А потом уже будем восстанавливать нашу Украину. Ее уже там разбили очень серьезно. Ну ничего, это дело времени. Но победы, какая победа? Что будет победой? Я думаю, что все-таки надо воевать не с украинским народом, а именно с украинской властью. Потому что я лично воюю не с Украиной, я воюю лично вот с этой коррупцией. То есть депутат, ну вы поняли, про что я говорю, вся эта верхушка, ей просто, ну ее надо или поменять, я не понимаю, что с ними делать. Потому что они людей не ценят. Если уже на улице хватает людей, кто пошел на работу человек, его закрутили и напередок. Неподготовленный человек, что он тут делает? Это уже, понятное дело, что он тут долго не протянет, это 200. Мы тренируемся каждый день. Постоянно у нас наработка наших боевых способностей. Вот и все. Можно сказать, как результат? Ну, результат – это обычный учебный день. Ребята выложились. Результат будет на поле боя, а здесь это просто тренировка, просто занятие. Все бой покажет. Вот так. Они будут на бой скоро? Слушай, ну они на самом деле ходят постоянно, еще раз объясняю. Группа уходит на задачу, возвращается, 3 дня отдыха, постираться, помыться, и занятия, потом получают следующую задачу и так далее, и так далее. То есть у них учеба, работа, вот так вот. Потом поступают новички, вливаются в коллектив, проходит боевое слаживание и на задачу, вот так вот. А это будни, обычные армейские будни. Тут ничего такого экстраординарного. Просто занятия и все. Плановые. Елеся, спасибо большое. Я надеюсь, скоро могу на передовой с вас, ребята. Но мы не рассказываем, где мы работаем, мы туда журналистов не приглашаем. Еще раз говорю, по той причине, что если противник узнает, где мы работаем, туда не пожалеют все, что есть. Вот. Но видеоматериалы мы предоставляем. Видно, где наши пацаны работают. Мы обычно через 2, 3, 4 дня выкладываем обычно. Вот. Если что-то хорошее сделано, что ж не показать. Что-то хорошее мы всегда показываем. So, спасибо большое. All right, so we're here on the ground showing you, as always, exactly what's happening without inputting any of our opinions on the situation. We're letting these people speak. We're letting you show what they've lived, what they are living, how they train to fight, and let them explain why they're fighting. So you can think outside the box and open your mind just a bit, not to be fed like sheep by the mainstream media. People need to see things from many different perspectives, not just one, like some media wants you to see. You need to look at as many different sources from as many different perspectives as possible to educate yourself. And we're doing our little piece of the pie to help you do that. Think for yourself. If you appreciate our work, you can support our work with the link on the screen or in the description. And please like, share, and subscribe, and comment below what else you want to see, what we're doing wrong as far as you think, what we're doing right, and how we can improve. We're going to keep charging to bring you the information that you don't see from other sides of the line. Здравствуйте. День добрый. Можно представиться себя? Подполковник Губин, позывной «Батя Харьковский», руководитель проекта «Отряд имени Максима Кривоноса». Ну, на самом деле, уже как бы гораздо более глубокого проекта. И можно сказать, за кто не знаю, что это проект? Что это за проект, да? Да. Проект данный включает в себя следующее. Достаточно большое количество украинских военнопленных, начиная с 22 года, оказалось у нас. И встал вопрос, что с ними дальше делать.
Мы расцениваем этих людей как часть нашего народа, как часть нашего утраченного народа нами. Поэтому основной своей целью и задачей видим убеждение этих людей в том, чтобы они перешли на сторону правого дела, на сторону русской армии и своего народа. Это такая была основная задумка. В чем смысл? Дело в том, что в украинской присяге прописаны абсолютно правильные слова. Они давались присяга на верность народу Украины, не Зеленскому, не Порошенко, не натовскому командованию, а своему народу. Так как мы видим то, что произошло с Украиной постепенно, начиная с 1991 года, с момента развала Советского Союза, постепенно, там 2004-2014 год, Украину как государство попытались прогнуть под себя проамериканские, прозападные силы, вот, и сформировать такой ударный костяк против России, против русского народа. По сути, разделив один народ на две части. Для нас данная вещь недопустима. Мы для себя четко осознаем и понимаем, что люди, с которыми мы сражаемся с той стороны, это наши люди. Это одна кровь, это одна генетика, один ментальный код. И основная задача этих людей привлечь на свою сторону, чтобы они после окончания войны, а мы обязательно победим, чтобы победа была точно так же и ихней, чтобы им не было стыдно перед своими внуками, перед своими детьми и так далее. You said that they were prisoners of war. Are they totally free now? Do they have the choice to leave this unit if they wanted? Вы сказали, что они были военнопленными, но они сейчас абсолютно ли свободны? Они достаточно свободны, чтобы просто при желании покинуть данное подразделение? Послушайте, по поводу свободности их, это вы можете у них спросить, они достаточно свободно перемещаются во внеслужбе. Скажите, пожалуйста, вы представились батя Харьковский. То есть Харьковский это, как говорится, тоже наш регион, который мы воспринимаем как, наверное, наш, прежде всего, регион русской части, именно русской части Украины, да, и когда-то это была даже столица Донецкой Криворожской республики. Вы родом оттуда, поэтому Харьковский. Я прожил там достаточно долгое время, можно сказать, под Харьковом в основном, конечно, с 3 лет, да. Вот. И когда случился 2014 год, я с группой своих учеников, со своими сыновьями ушел на войну. Мы изначально работали как харьковские партизаны, мы организовывали Харьковское подполье. Позже мы работали на Луганском направлении, в разведбате в частности, да, а потом на Донецком направлении. А поскольку позывной «Батя» достаточно распространенный, то для того, чтобы немножечко выделить, то меня стали называть «Батя Харьковский». Так вот. Да, с Харькова, из-под Харькова. Скажите, а идея этого отряда, она как долго выкристаллизовывалась, и она изначально как-то возникла еще в 2014-м и потом трансформировалась в разные вещи, или какое-то событие привело к его формированию? Сама идея существует с 2014 года. Для нас, для людей, которые территориально, мы скажем так, территориально бывшие граждане Украины, да, для нас эта идея абсолютно была правильной. И у нас единственное, что отдельного отряда тогда не выделялось. И люди, которые попадали к нам и изъявляли желание, они просто переходили, вливались в обычные наши подразделения. Когда в 22 году началась спецоперация, и на начальном этапе было захвачено достаточно большое количество людей, с ними велась определенная работа, разъяснительная прежде всего работа, да, вот. Так и появилась идея возникновения отдельного отряда. Причем отряда именно не пиар-акция, чтобы это было, знаете, там на камеру поснимались красиво, а именно чтобы это было боеспособное рабочее подразделение. Опыт исторический у нас есть. Во время Великой Отечественной войны, если вы помните, было создано войско польское, было создано подразделение Людвига Свободы, сформированная именно из этнических поляков, либо чехословаков, которые в последующем не просто приняли участие в освобождении своей территории, захваченной от немецко-фашистских захватчиков, но в последующем и сыграли значительную роль в строительстве новых государств на новом этапе. Мы, честно говоря, изначально так и планируем, что эти люди, которые влились в наш отряд, они принимают непосредственное участие, а по окончанию боевых действий, надеемся, что они станут новой элитой того, что останется от Украины. Скажите, пожалуйста, если, конечно, это не секрет, мы понимаем, что сейчас время военное, и численность подразделений всегда является военной тайной, но все-таки, насколько быстро растет отряд? Какие перспективы его развития и роста? Я понял.
Значит, смотрите, начинался отряд примерно с 30 человек, первые 30 человек, которые были отобраны. С ними шла очень тяжелая работа. В каком плане? Дело в том, что нам самим нужно было обкатать методики, по которым мы будем работать дальше. Но основной из законов диалектики, один из основных законов диалектики, перерастание количественных изменений в качественное, оно, собственно говоря, мы к этому моменту уже подошли. Количественные изменения накоплены, методики наработаны, и мы готовы сейчас уже стартануть на большое количество людей. Потому что это же не просто так набрал людей по объявлению, да, и назвался красивым именем. Нет, с каждым человеком нужно провести работу. Спецслужбы проводят свою работу, выявляются военные преступники. Военным преступникам в отряде делать нечего, разговора с ними не будет. Есть правоохранительные органы, которые будут их судить и так далее. Но люди, которые не замазаны в воинских преступлениях, люди, которые честно выполняли свой долг, которые в процессе работы осознали, мы их ждем, они с нами. По количеству я вам сейчас точно сказать не буду, не буду вам точно говорить. Могу сказать одно, что мы сейчас провели определенную работу, и если нам сейчас только дадут отмашку, ну, более 2000 человек мы готовы уже, как бы скажем, влить в отряд. Люди, которые находятся, содержатся там, где они содержатся, смотрят наши программы, смотрят наши ролики, и по обратной связи от УИН, УФСИН мы знаем точно, что в районе 2000 человек, где-то примерно так, сейчас точную цифру не скажу, но изъявили желание зайти в отряд. Понятно, что с ними надо тоже провести работу. Мы готовы. Нам нужно только политическое решение сверху. Вот так. You said they were prisoners of war before, but were they free at the time when they joined this unit? Did they have a choice to join this unit or become civilians? Вы сказали, что они были военнопленными, но на момент, когда они вступали в отряд, была ли у них свобода, как говорится, принятия решения? То есть они могли бы выбрать остаться гражданскими, либо вступить в отряд. Была такая свобода или нет? Послушайте, у нас статус наших военнопленных, он очень настолько, как бы вам сказать, неопределенный. Если брать с юридической точки зрения, они даже не военнопленные, они лица, препятствующие проведению СВО. Мы же не объявляли войну, у нас нет войны. Это начнем с этого. Второй момент. Что касается свободы принятия решения. Ну, естественно, никто им руки не выкручивал. Мы выбрали тактику разговора. Если бы правильно сформулировать методику, как мы проводим ее, как мы людей, нам называют там перевербовка, там переформатирование, мы эти слова даже не употребляем. Даже слово перековка нам неприемлемо. Мы людям, как бы скажем, немножко очищаем сознание в этом плане, и люди самостоятельно приходят на нашу сторону. В чем суть вопроса? Ведется много разговоров об истории. Где у нас единая богатая история, единые корни. И те люди, которые самостоятельно, добровольно, да, под нашим каким-то влиянием осознают это, включаются, и они добровольно изъявляют желание зайти в отряд. Ну, естественно, никакого принуждения не может быть. Послушайте, мы этим людям даем в руки боевое оружие, боевые патроны. Меня часто спрашивали журналисты, там и в комментариях часто спрашивают, а ты не боишься к ним спиной поворачиваться? Ну вот нет, не боюсь к ним спиной поворачиваться. Вот видишь, сейчас стою к нему спиной, а у него в руках боевой автомат с боевыми патронами. Не боюсь к ним спиной поворачиваться. Именно по той причине, что с ними проведена работа какого рода? Никто их не ломает. Невозможно. Если ты человека сломал, жди от него действительно пулю в спину. Нет. Мужчина, взрослый мужчина должен сам осознать, какие ошибки были допущены. Причем мы не отделяем их от себя. Первая встреча, когда у меня состоялась с ними, я зашел и говорю: мужики, скажите мне, как мы с вами докатились до жизни такой? Я не стал говорить: ах, я молодец, герой, в 2014 году все понял и пошел за правое дело воевать, а вы такие бестолочи, там вот только сейчас что-то поняли. Нет. Это значит, мы вместе до 2014 года что-то не сделали правильно. Что-то мы не доработали. Я с себя вины тоже не снимал. Значит, я недостаточно хорошо работал до 2014 года, если мы в итоге пришли, что братский народ оказался расколот и воюет сейчас. И вот те ребята, которые это понимают, которые соглашаются с этим мыслью, они становятся членами отряда. Они абсолютно свободны в выборе своего решения. Они совершенно свободно могут остаться в месте заключения, там, где они находятся, и ждать окончания боевых действий для дальнейшего обмена. Но эти ребята, они согласны с тем, что Украина оккупирована, и ее надо освобождать. Это их решение. So, and you said you're from Kharkov,
Yes. So you had a Ukrainian passport and citizenship. Do you still have it? Вы сказали, что вы из Харькова. У вас все еще есть украинский паспорт и украинское гражданство? Что, значит, смотри, как получилось. У меня долгое время я продолжал оставаться гражданином Украины. Даже с получением паспорта ДНР, у нас выдавали паспорта ДНР, все равно мы продолжали считаться гражданами Украины. Но в тех подразделениях, где мы служили, мы не считали себя гражданами Украины. Сейчас, на данном этапе, дело в том, что я баллотировался в депутаты, я вынужден был окончательно отказаться от гражданства Украины. Да. Сейчас я отказался. Паспорт хранится как история, пускай лежит, я в него буду периодически поглядывать. Это моя жизнь. До 2014 года это моя жизнь, ее никак не выкинешь, поэтому пускай будет. Мы не смогли сохранить государство Украины. В том виде, в котором оно было, оно существовать уже не будет. Оно уже сейчас не существует в том виде. Какая это будет Украина будущего, я не знаю. Что останется от Украины? Честно говоря, не могу даже, не уполномочен даже рассуждать об этом. Регионы, которые приняли решение, проголосовали, вошли в состав Российской Федерации, это все, это уже Россия. Что останется от Украины, я не знаю. Я не знаю. Но я хочу, чтобы эта Украина была как минимум нейтральная, обязательно дружащая со всеми своими соседями и живущая в мире и в процветании, как она жила до 2014 года. Поэтому, что касается гражданства, нет, я не гражданин Украины сейчас. Но я люблю Украину. Ту, которая была когда-то давно, и та, которая будет, которую мы построим. И вы сказать за 14. Много людей западные думал, война начала только 3 года назад. Что вы могу сказать люди, которые думали, это только 2-3 года война? Я понял тебя. Слушай, ну для нас война с 2014 года именно война, и никакого другого разговора быть не может. Когда в 2014 году нас объявили сепаратистами, почему нас объявили сепаратистами? Вот это вот жонглирование терминами, да? Сепаратист — это человек, который стремится к отделению. Так это киевская власть сепаратисты с 91 года. А мы нет. Нам нужна вся Украина. От Карпат до Владивостока. Вот. Поэтому, когда нас объявили сепаратистами и пришли нас убивать, ведь по-настоящему все это было. На Западе же это не показывают. Как бомбили наши города, как убивали наших детей. Что там про Запад? Тут даже в России, в Москве не все это понимали. Как сейчас чаще этих актеров, которые уехали, рассказывают, что да, это они все придумали. Этот актер Назаров тогда, помню, сказал: аллея ангелов, это они придумали. Я бы его засранца взял бы и носом бы потыкал туда. Когда наших детей убивали, это что, это не война? Это чудовищное преступление. Когда по мирным городам хреначили артиллерией, реактивными снарядами, это не война. Это когда в 2014 году нам кричали: мы едина країна, едина Украина, одна страна, одна Украина. И в этот момент градами лупили по мирным городам. Это что было? Геноцид, как это назвать? Война, что это? Для нас это война, без всяких... Но как вопрос, какая война? Послушайте, я до сих пор, вот даже сейчас, 22 года у нас идет спецоперация, да? Ну, во-первых, это лукавое название, это война. Начнем с того, что, но для нас, это прежде всего гражданская война. Это гражданская война. Вот лично я и мои соратники, те, кто меня поддерживает, мы четко осознаем, что мы сами себя убиваем. У нас в русской истории есть немало примеров, когда враг нас не может победить. Никто нас не убивает так хорошо, как мы сами себя. Это уже неоднократно случалось в нашей истории. И вот сейчас опять происходит именно это. И меня ни хрена не радуют кадры, когда мы вынуждены уничтожать, вот там вот под Курском сейчас бросили опять в наступление тех, которых там ТЦКшники накрутили. Вот. И каждый день, и там вот мне ребята оттуда тоже знакомые звонят: слушай, зачастую они даже просто, они не то что не подготовлены, их вот как затолкали в эти в БТРы, куда их там загнали, их пожгли прямо с техникой, Кого-то это вызывает радость, а у меня это вызывает боль. У меня вызвали чудовищную боль кадры, где сцепились в ножевом бою боец украинский и наш якутский воин, да?
когда они вынуждены были резать. Люди там пытаются что-то рассуждать, там, кто из них молодец, а для меня это просто слезы наворачиваются. Для меня это страшно. Это гражданская война, это чудовищная война. Мы в 1945 году победили самого сильного противника плечом к плечу. Русские, украинцы, буряты, якуты, все национальности, проживавшие на территории СССР. А сейчас мы вынуждены опять резать друг друга. Что это? Что это? Кто этому может быть рад? Мы? Да мы ни хрена этому не рады на самом деле. Нет. Скажите, такой вопрос. Отряд Максима Кривоноса, он, ну, наверняка уже заработал какой-то авторитет в боях, и наверняка его уже знает противник. Вот, что можете рассказать, какое мнение противника об отряде, что у вас знают, как относятся, что говорят там, если знаете, конечно. Слушай, то, что знают, это однозначно. Противник очень тщательно отслеживает все наши действия, перемещения. Единственное, что мы не занимаемся пиар-компанией. То есть как это происходит? Отряд отработал, и тогда только через несколько дней мы выкладываем нашу работу. Почему? Если противник узнает, что мы конкретно работаем на конкретном участке здесь, да, я думаю, не пожалеют и пакета химарсов, чтобы просто... Не пожалеют все, что есть, просто чтобы добиться нашего уничтожения. Что о нас думают? Ну, слушай, возьмем в плен, расспросим. Я, честно говоря, пока таким не интересовался. Знаю, что резонанс по Украине есть. Люди перепостят наши какие-то материалы. Вся информация о нас там тщательно изучается. И, опять же, есть реакция от родственников наших бойцов. Люди с пониманием. Люди с пониманием, безусловно. Несмотря на пропаганду. А скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. А есть ли инциденты, когда люди целенаправленно пытались, может быть, перейти линию фронта или как-то еще попасть на нашу территорию, чтобы вступить в отряд? Прецеденты такие. Ну, чтобы целенаправленно прям. Слушай, я сейчас точно не могу сказать. До нас они, по крайней мере, пока не дошли. И еще вопрос. Вот вы упоминали о том, что военным преступникам нет места в отряде. Я знаю, что отряд много работает с мирным населением, помогаете в том числе и в эвакуации, и в других гражданских. Вот могли бы вы немножко прокомментировать, может быть, какие-то эпизоды военных преступлений, с которыми, возможно, сталкивался отряд в своей практике, что вообще бывает, и как вы помогаете мирным? Мирному населению помогается следующим образом. Во-первых, люди, которые готовы к эвакуации, готовы бросить свои дома, они эвакуируются. На сегодняшний день эвакуация, вы сами смотрите хронику, это целая спецоперация. Вывести мирных людей, вытащить своих раненых, мирных раненых, это целая история. Дроны жужжат сверху, и если они видят, что... Причем даже если видят мирных, они их не жалеют. Они атакуют прямо даже мирных людей. Поэтому это целая спецоперация. Люди, которые готовы эвакуироваться, бойцы отряда, безусловно, им оказывают в этом помощь. Дальше. Снабжение продуктами, оказание медицинской помощи. Наши бойцы изначально проходили усиленную медицинскую подготовку. Планировалось как? Что они не будут брать в руки оружие, они будут оказывать медпомощь, вытаскивать бойцов, наших, чужих, своих, всех. Вот. Но потом в процессе работы они сами изъявили желание взять в руки оружие и работать уже, на освобождение Родины по-взрослому. Но тем не менее, изначальная базовая медицинская подготовка у них усилена. Поэтому, оказываясь в населенном пункте наши бойцы уже, по сути, это такой небольшой фельдшерский пункт. Они готовы по полной программе ее оказывать. Что касается зверств и преступлений, послушайте, на самом деле таких фактов очень много. И по этой теме надо делать либо отдельную передачу, либо действительно готовить материалы для будущего суда. Когда мирное население прикрывается мирным населением, когда мирное население, отказавшиеся выезжать, расстреливают, кто не успел спрятаться, ты отказываешься выезжать. Когда детей насильно забирают, вывозят. Послушайте, таких фактов больше, чем достаточно. И наши бойцы с этими фактами тоже сталкиваются. Тема крайне печальная, крайне неприятная, поэтому я считаю, что под эту тему надо вообще отдельное расследование журналистское, а лучше даже не журналистское, а нормальное следственные действия проводить по этому поводу, накапливать материалы. После войны обязательно процесс будет. Нюрнбергский, не Нюрнбергский, я не знаю, Киевский, Львовский, где мы будем судить этих людей. Обязательно все ответят за свои преступления, за зверство. Это да.
Did we hit on the name? Why it's the name of the units? Is the name from? Могли бы вы немножко рассказать об имени, названии подразделения, откуда, почему именно Максима Почему именно Кривоноса? Максима Кривоноса, да? Максим Кривонос — это достаточно известная историческая личность. Известная для тех, кто историю учит. У нас, к сожалению, сейчас историю никто не учит. В свое время, в 17 веке, было мощное восстание казацкое, которое привело, по сути, к освобождению значительной территории будущего украинского государства от польского владычества. Руководил этим восстанием Богдан Хмельницкий. Это одну личность знают все. Я считаю, что это знают все. Так вот, Максим Кривонос — это один из соратников, сподвижников Богдана Хмельницкого. Он командовал отдельным полком. Ну и считается, что в истории, по крайней мере, факты исторические говорят о том, что поражений он не знал. Был достаточно успешным и самым преданным, самым верным соратником Богдана Хмельницкого. Вот. Ну и было принято такое решение, что да, каким славным именем назвать подразделение. Потому что на Украине любят обращаться к казацкой истории, но постоянно как-то выворачивают ее наизнанку, что казаки это, дескать, всегда были против Москвы. Да ну нет. Во-первых, не всегда, и зачастую именно при Богдане Хмельницком было, как бы, кто забыл, так я напомню, в 1654 году воссоединение Украины с Россией, да, вхождение в Российское царство. Так вот, Максим Кривонос — это один из подвижников Богдана Хмельницкого. Ну, это так, если коротко. And also, just to be clear, before 2014, were you a member of the Ukrainian military? Для того, чтобы прояснить, просто скажите, пожалуйста, до 2014 были ли вы украинским военным? До 2014 года я простой сельский учитель истории. Я заканчивал Харьковский государственный университет, исторический факультет. По образованию я историк и преподаватель истории и общественно-политических дисциплин. Кроме этого, я президент районной федерации по военно-спортивному многобою. Стрельба, рукопашный бой и ножевой бой. И у меня была сеть своих школ, поэтому на войну я уходил со своими учениками и со своими сыновьями. Вот так вот. А пришлось стать военным. Просто я воюю 10 лет. And as I understand, this unit is voluntary. What is the difference between this unit and regular Russian army? Еще раз. Насколько я понял, ваше подразделение является добровольческим. А какая разница между этим подразделением и регулярной российской армией? Разница большая. Добровольческое подразделение. Во-первых, мы уже сказали, что это добровольческое подразделение. Второй момент важный. Бойцы не принимают присягу российскую. Не принимают. Они остаются верны украинской присяге. Это принципиальное отличие. Еще раз хочу подчеркнуть. Присяга воинская, украинская, звучит следующим образом. Там присягается на верность народу Украины. Народу Украины. Бойцы освобождают украинский народ. По сути, это такое маленькое союзническое подразделение русской армии. Can you tell us where we are right now and what are we going to be seeing today? Могли бы вы нам рассказать, где мы сейчас находимся и что в дальнейшем вот сегодня мы здесь сможем увидеть? Вы находитесь на полигоне подразделения. Бойцы, которые вышли с задачи и уже отдохнули, проходят постоянные задачи, постоянную подготовку. Жизнь отряда выглядит следующим образом. Отряд либо воюет, либо отдыхает, либо тренируется. Свободного времени нету. На отдых обычно выделяется до 3 дней. Все остальное время бойцы должны тренироваться. Это полигон, и вы находитесь на одном из учебных мест. Поэтому походите сейчас, поснимаете, все сами увидите. Сегодня именно занятия штатные, запланированные, никаких там спецэффектов, ничего такого. Просто обычные штатные занятия. Вы сами сейчас все увидите. Спасибо большое. Все, спасибо. Да.